Алтайская горная страна. Здесь живет один из самых загадочных зверей в мире. Его называют по-разному – снежный барс, ирбис или ирбис. По этим гребням снежный барс передвигается в поисках добычи или своей второй половины. Ирбис – скрытный и осторожный зверь, но человек хитрее его. Люди истребляют снежного барса, хотя в древности он считался священным животным. Сегодня их осталось всего несколько тысяч. Сможет ли человечество сохранить самую высокогорную кошку в мире? В России на юге Сибири находится самая северная граница мирового ареала ирбиса. С 2010 года Всемирный фонд дикой природы вместе с особо охраняемыми природными территориями занимается здесь исследованиями барса. Солигемского национального парка. Здесь у нас установлены фотоловушки. Сейчас мы будем проверять их. Но с 2013 года у нас здесь установлена сетка. И на этой сетке мы учли 11 особей снежных барсов. Установить камеру фото- и видеофиксации или фотоловушку – задача непростая. Главное определить место, где с большей вероятностью может пройти ирбис. Нашли мы здесь, обнаружили территориальную метку. Снежный барс приходится делать мочевую точку. Подходит к этому камню, трется щекой об эту скалу, то есть проходит вот так вот мимо и дальше по гребню вот так вот уходит. Это может быть камень или скала, где барсы оставляют свои так называемые территориальные метки. Такие места еще называют почтовыми ящиками ирбисов. Так барсы оставляют друг для друга информацию. Специалисты утверждают, что по запаху барсы могут различать отдельных особей, что здесь был тот или иной самец или самка. Группа инспекторов и научных сотрудников направляются в один из самых труднодоступных участков парка – кластер Аргут. Еще в 90-х годах прошлого века в научных кругах отмечалось, что аргутская группировка снежного барса самая крупная. Но к началу 21 века ирбисы практически исчезли из этих мест. Добыть ирбиса было большой удачей для местных охотников. За одну шкуру браконьер получал неслыханный гонорар. После сбора данных с фотоловушек фотографии и видео обрабатываются и тщательно изучаются. Районный центр – высокогорное село Кошагач. Именно в этом районе Республики Алтай зафиксировано самое большое число ирбисов по всему северному ареалу обитания снежного барса. В Кошагаче каждый год проходит детский праздник «Земля снежного барса». Хочется верить, что, став взрослым, никто из этих ребят не поднимет руку на ирбиса и других редких зверей.
Этого человека зовут Мерген. В 90-х годах он выслеживал и добывал ирбисов в горах Алтая, чтобы прокормить семью. Сейчас он принимает активное участие в сохранении и изучении барса. Алексей дает Мергену очередное задание. Он должен собрать экскременты снежных барсов, горных козлов и сибирской кабарги для генетического анализа. Там, если что, если есть возможность, может где-то там поблизости можем собирать. Аргут или Куркуре – самое отдаленное село в Горном Алтае. Попасть сюда можно только на автомобиле повышенной проходимости. Зимой дорога и вовсе непроходима. Люди здесь живут исключительно скотоводством и охотой. Отец Мергена Бачиндай говорит, что нельзя от природы брать лишнего. Он не раз видел брошенные туши добытых зверей, у которых коммерческие охотники забирают только трофейные рога. Охотились по Ядге, мы там по Каиру, там в виде охотились. Но мы в гатях туда ездили. Смотришь, целиком буну очень, вот за рога, кажется, убивает, а рога только снимает, а остальные так и оставляют. Вот это никак невозможно вот рассмотреть-то. Бачиндай очень хорошо знает повадки зверей и птиц, знает места переходов ирбисов, горных козлов, моралов. Все свои знания и опыт он передал сыну. Имя Мерген переводится как «охотник». Сейчас мы отправляемся в места, где Мерген провел большую часть жизни. Он много ходит, наблюдает и находит места, которые посещает снежный барс. Здесь Мерген и установил фотокамеру. Они ищут сами себя, когда одиночки, они мечут, потом и друг друга ищут. Несколько лет назад Мергену улыбнулась удача. Ему удалось снять самку снежного барса с 2 котятами. Эти снимки подавали надежду, но случилось непоправимое. В природе все взаимосвязано. Рядом со снежным барсом обитает большое количество зверей и птиц. Вот сибирские горные козлы. Это основная пища барса. На моралов ирбисы тоже нападают, но реже. Весной, когда пищи мало, барс любит полакомиться сурками. Встречи с медведями ирбис старается избегать. Дикий кот Манул – родственник снежного барса. Кабарга, самая мелкая парнокопытная, заслуживает особого внимания. К сожалению, этот вид практически уничтожен из-за целебных свойств мускусных желез самцов кабарги. Петель на кабаргу ставят огромное количество. Нередко их жертвой становится и снежный барс. Проблема с кабаргой связана в первую очередь с рынками избыта. То есть сейчас существует огромный рынок сбыта, огромный спрос существует на кабаржиную струю, и цена высокая. За счет этого многие идут в тайгу добывать кабаргу. И этого самого маленького нашего оленя, наверное, скоро совсем уничтожат повсеместно, если не принять экстренных мер. А одни из самых эффективных мер, на наш взгляд, это то, чтобы ликвидировать как раз
спрос. То есть надо бороться не с браконьерами, которых очень трудно ловить в тайге, их много, а прекратить скупку. Для этого необходимо включение кабарги в региональные хотя бы красные книги и включение в список дериватов, запрещенных к обороту, чтобы за это было установлено уголовная ответственность за оборот дериватов. Что такое оборот, если кто не знает? Это скупка, это продажа, это хранение, перевозка и так далее. Петля – жестокое орудие убийства. Эта фотография сделана сотрудниками Саяно-Шушенского заповедника. Снежные барсы становятся жертвами человеческой алчности и вседозволенности. Самка Вита и 2 ее котенка погибли от браконьерских петель, поставленных на кабаргу. Ну, тогда люди охотились. Я говорю, зачем кабарга-то убивать? Вот начали они. А сейчас кабарга вообще меньше стало. Раньше вот люди охотились, но охотились самому надо. Там 1-2 берут, а остальные не берут, они не трогают. А сейчас пошло время. Каждый второй охотник и каждый второй ездит и убивает. А раньше много было. Да, сейчас их нет. Чтобы сохранить кабаргу в дикой природе, сотрудники заповедников национальных и природных парков проводят рейды по ликвидации браконьерских петель. На некоторых территориях количество снятых петель исчисляется сотнями и больше. Это далеко не все орудия лова, которые удается обнаружить. А охотились ли люди на снежного барса в древности? Вот знаете, археологических свидетельств охоты на барса нет. Мы же должны что говорить? А мы видим с вами, допустим, кости животного на поселениях, да, или, допустим, убитого барса мы видим погребение, или шкуры барса сохранились у нас где-то есть, мы этого не видим. Но, тем не менее, вот, допустим, у хантов и манси у них священное животное медведь. И на медведя ведь проходила охота, специальная охота, такая ритуальная охота была. Потом перед ним извинялись. То есть вот у нас иногда вот жертвенное убийство, да, бывает. Опять же христианство, смотри, Христа распяли, да, взяли, а потом его обожествление идет. Он как бы искупил. Так вот перед медведем целый обряд извинения бывает. Морал в алтайской культуре священное животное. Прежде чем пойти на охоту на морала, просят прощения у него. Говорят, что это необходимо, что нужно для семьи, для прокорма. То есть убивает не ради забавы, не ради трофея какого-то, а убивает из необходимости. И потом целые обряды прощения просят и спрашивают, точнее, даже у этого животного. Поэтому я, как археолог, который такой следует скрупулезному факту, нигде нет свидетельств того, чтобы на барса была охота. Наши далекие предки боготворили снежных барсов. Эти животные считались неприкосновенными. У знаменитой мумии знатной скифской женщины, которую называют принцессой Укока, сохранились татуировки ирбиса на плече. Но полок мы открываем, и вот она знаменитая татуировка. Изображение кошачьих хищников, тигров, барсов, довольно часто в скифской культуре было. И от Причерноморья до Алтая. На Алтае особенно много, в наскальных рисунках, функциональных вот таких вот вещах. Барс – это символ доблести, мужества, это сила. И он являлся таким магическим предметом, оберегом, который и охранял этого воина, и придавал ему эту силу барса. Поэтому так часто изображения его бывали. Охота на снежного барса – циничное порождение 20 века. Что предпринимает человечество для того, чтобы спасти его от истребления? На Алтае, в самом центре Евразии,
проходит международная конференция. Представители стран, где обитает этот пятнистый хищник, собрались, чтобы обсудить проблемы сохранения и исследования ирбиса. Известный американский ученый Родни Джексон предложил новую методику по его изучению. Говорит, что для изучения генетической структуры популяции ирбиса было бы здорово иметь сотрудничество России, Монголии, Казахстана и Китая. Почему исчезает снежный барс? Разговоры о сохранении снежного барса ни к чему не приведут, повторяет Родни Джексон, если мы не будем сокращать пропасть между бедными и богатыми. Малоимущие вынуждены убивать животных ради собственного выживания, обеспеченные ради забавы и удовольствия. На конференции присутствуют братья Анчи и Михаил Акчины, местные проводники, инспектора природного парка Акча-Лушпа. Им удалось получить удивительные и неповторимые снимки ирбиса в бассейне реки Башкаус. Хребет Чихачева. Здесь обитает трансграничная группировка снежного барса. Ирбисы легко переходят границу России и Монголии. Для них не существует административных преград. Возможно, этот факт спас снежного барса от полного истребления на Алтае. Сергей Спицын более 10 лет занимается изучением снежного барса. Ему первому удалось получить его фото в этих местах. Сергею предстоит исследовать несколько горных ущелий российской части хребта Чихачева. Вместе со своим помощником Романом он отправляется проверять фотоловушки, установленные на высоте более 3500 метров над уровнем моря. На такой высоте природа создает плотные снежные карнизы, которые буквально запечатывают фотоловушки. Верхний слой снега превратился в плотный фирн. Вот она ловушка. Исследователей ждет еще один не очень приятный сюрприз. Кто-то все время пытается повредить камеру. Точно какая-то росомаха повадилась, потому что одну она антенну откусила, даже у двух камер антенну откусила. Ведь одна и та же росомаха. Опять росомаха напакостила. О, перегрызла. Но ловушку, слава богу, не утащила. Вот она. Антенну выломала. Антенна была. Росомаха ходит теми же тропами, что и снежный барс. Ее можно назвать пищевым конкурентом ирбиса, потому что она нередко растаскивает его добычу. В этот раз росомаха повредила 5 фотокамер, установленных на разных гребнях. На этом проблемы не заканчиваются. Наледь на горной реке буквально заморозила фотоловушку. Закопались.
Аккуратненько надо доставать. Может еще будет работать. Если нижнее отверстие сразу замерзло и вода не попала внутрь, ловушка еще поработает. Ну все, ловушку достали. Каждая экспедиция сопряжена с трудностями и опасностями. Тем не менее, исследователям удается получить новые данные о численности снежного барса. Последняя ночевка в горах. Завтра исследователи возвращаются на Большую Землю. Снежный барс. Дух небесных гор. Красивый и гордый зверь. Он никогда не нападает на человека. При встрече без лишней суеты скрывается с глаз счастливчика. Ведь по древним поверьям встреча с Ирбисом приносит удачу. Благодаря усилиям многих людей здесь, в горах Южной Сибири, у снежного барса появился шанс выжить. Вот раньше было месяц, и барсов не было. А сейчас было ничего так появились обратно. И барс появились тоже так. Еще нормально. Это он у меня там работа не ставит там ловушки и там камеры там. Ничего, попытаться.